Как спасти вспухший ламинат? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Ламинат – современное и востребованное напольное покрытие, имеющее массу достоинств: легкость монтажа, износостойкость, красивый внешний вид и так далее. С его помощью можно самостоятельно создать красивую и идеально ровную поверхность. Но, несмотря на все достоинства ламинатной доски, при некоторых обстоятельствах целостность покрытия может быть нарушена. В сегодняшнем обзоре я расскажу, что делать, если ламинат покоробился и вздулся от воздействия воды. Причины вздутия ламината. Напольное покрытие может вздуться по самым разным причинам. Выявив, почему деформировался ламинат, можно выбрать способ исправления дефекта. Основные виновники вздутия. Нарушение технологии укладки. При монтаже ламелей необходимо соблюдать компенсационные зазоры между досками и стенами помещения, которые должны составлять 8-12 мм. Они необходимы, поскольку материал под воздействием влаги, жары или холода имеет свойство расширяться или сжиматься. Воздействие избыточной влаги. Если оперативно удалить воду с ламината и просушить этот участок, то особого вреда покрытию не будет. Вздутие происходит только при длительном воздействии влаги, и в результате понадобится частичная или полная замена ламелей. Низкое качество ламината. Дешевые модели ламинатного покрытия не имеют защиты от воздействия влаги, механического воздействия и недолговечны. Не соблюдены все условия при подготовке основания. Поверхность под ламинат, выполненная с нарушением технологии, может привести к деформированию напольного покрытия. Устранить дефект можно путем снятия ламината и полной замены подложки. После укладки ламелей необходимо обработать швы специальным герметиком. Экстренный вариант ремонта ламината. Вода может попасть на ламинат в любой момент. У вас прорвало трубы или затопили соседи сверху. В такой ситуации нужно действовать быстро и по следующему алгоритму. Устранить причину затопления, перекрыть кран или трубы, а при невозможности поставить емкости под протечку. Если есть возможность и позволяет погода, нужно открыть окна и двери, чтобы ускорить и улучшить просушку. Аккуратно снять намокшие ламели, протереть сухой ветошью и поставить к стене на ребро по длинной стороне до полного высыхания. Если ламинат сильно пропитался водой, то рекомендуется сложить ламели в несколько стопок, переложив их бумагой, и перевязать в нескольких местах. Это уменьшит коробление ламинатной доски в процессе высыхания. Просушка ламината может занять от нескольких дней до 2 недель. Бетонное основание нужно насухо вытереть и хорошо высушить, а старую подложку заменить. Высохший ламинат класть в том же порядке, что был до демонтажа. Чтобы определить степень сухости основания, накройте его пленкой и оставьте на ночь. Если утром не будет конденсата, то можно приступить к монтажу напольного покрытия. Разбирать ламинат или нет? При восстановлении вздувшегося от воды напольного покрытия из ламината имеет значение способ его монтажа. Если ламели уложены на деревянное основание с лагами, то можно обойтись без разборки пола. Вода просочится через ламинатные доски и практически не повредит подложку. В случае, когда напольное покрытие уложено на бетонное основание, то без его демонтажа не обойтись. Придется частично или полностью снять ламели, высушить их и пол, заменить подложку и заново установить ламинат. Сушка нужна, чтобы избежать коробления ламината и появления плесени и грибков. Как правило, этих мер достаточно, и после высыхания качественное напольное покрытие будет выглядеть как в момент первоначальной укладки. Однако в случаях сильного вздутия после продолжительного контакта с водой ламинат потребуется заменить, особенно наиболее поврежденные доски. Поэтому мастера рекомендуют приобретать напольное покрытие с запасом, чтобы быть готовым к таким сюрпризам. Возможно ли частичная реставрация ламината? Часто бывает, что напольное покрытие из ламината повреждается в центре комнаты. Разбирать все ради замены 1, 2, 3 ламелей – очень трудоемкий и длительный процесс, поэтому можно устранить проблему следующим образом. На одной из поврежденных планок начертить прямоугольник, отступив по 5 см с каждой стороны, сделать пропилы и аккуратно вынуть середину, а после и оставшийся контур, не повреждая соседние ламели. Удалить все поврежденные ламинатные доски для просушки или замены. После того, как ламели высохнут, нужно уложить их или новые доски на место. У последней заменяемой планки рекомендуется отпилить часть замкового соединения, потом вставить и проклеить стыки и оставить на 24 часа, предварительно прижав грузом. Методы устранения вздутия ламината.
Устранить вздутие на намокшем ламинате можно при помощи обычного утюга, однако нужно учесть несколько важных моментов. Ламели должны быть высококачественными, поскольку на дешевой модели этот способ не действует, и их, скорее всего, придется полностью демонтировать и заменить. Также в подложке должна отсутствовать влага, а это возможно только на деревянном основании или если она изготовлена из пробкового дерева. Для устранения дефекта вам понадобится металлическая широкая линейка или ткань и утюг, выставленный на слабый или средний нагрев. На стык между ламелями нужно уложить прокладку и прогладить ее до полного удаления влаги и вздутия. Очень важно не перегреть утюг, чтобы не повредить декоративное покрытие досок. Ламинат может вздуться по разным причинам, но основное негативное воздействие избыточной влаги. Для защиты напольного покрытия специалисты рекомендуют обрабатывать его восковой пропиткой. Она предохранит ламинат от вздутия при случайном намокании ламелей. Сначала ламинат нужно тщательно очистить от грязи, пыли и высушить, и только потом покрывать его составом. Воск необходимо наносить на швы шпателем, стараясь не повредить декоративное покрытие. После обработки воском ламинат полируют при помощи подручных средств или специального оборудования. Пропитка должна остаться только в царапинах, трещинах и швах. Процедуру нужно повторить дважды, и только после того, как полностью высохнет первый слой. Обработку ламината воском следует проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты, поскольку такие составы отличаются токсичностью. Находиться в помещении постоянно можно только через 10 часов после воскования и полировки. Уход за ламинатом. Чтобы напольное покрытие из ламинатной доски прослужило долго, нужно регулярно и правильно за ним ухаживать. Своевременная очистка продлит срок эксплуатации ламината и позволит сохранить первоначальный внешний вид. Крупные ссоры нужно убирать вручную, а при появлении песка на поверхности убирать его при помощи веника. Влажную уборку также следует проводить с осторожностью, чтобы избежать намокания ламелей. Во время ухода не рекомендуется часто использовать моющие средства, а лучше полностью исключить бытовую химию с абразивными частицами и на основе аммиака. Также необходимо удалять с поверхности ламината любые жидкости и избегать механического воздействия, способного повредить защитно-декоративное покрытие. Уход за ламинатом следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. Получается, это напольное покрытие очень чувствительное, и выбирать его для вашего пола или нет решать вам, но я бы выбрал просто деревянное. Если случилась неприятность и ваш ламинатный пол залило водой, то необходимо принимать экстренные меры, иначе придется менять несколько досок или все напольное покрытие. А какие вы знаете эффективные способы устранения вздутия ламината? Напишите в комментариях. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Евгений Вахидов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.